Саддам Хусейн – один из самых известных правителей арабского мира. Он возглавлял Ирак без малого четверть века и нажил себе сотни тысяч врагов, как среди собственных граждан, так и среди лидеров крупнейших мировых держав. Устранение Саддама станет благословением для иракского народа. Агрессивная внешняя политика иракского лидера вызвала гнев США и их союзников. Он помогал, обучал и укрывал террористов, в том числе боевиков Аль-Каиды. Его опасность очевидна. Но чтобы вторгнуться в Ирак, американцам понадобился ложный предлог. Хусейна обвинили в создании химического и биологического оружия и начали военную операцию в богатой нефтью стране. После свержения Саддама вместо демократии иракцы получили лишь хаос. Джордж, ты ковбой, ты остановись, не кончай. И если 20 лет назад Хусейна воспринимали как свирепого тирана, то теперь многие с горечью говорят, что останься он у власти, Ирак избежал бы ужасов гражданской войны. Но что на самом деле было в пробирке Колина Пауэлла? И кто стал контролировать иракскую нефть после свержения режима Хусейна? Подписывайтесь на Теорию всего и жмите колокол. Попробуем разобраться. Да здравствует страна! Да здравствует народ! Долой предателей! Долой захватчиков! Теория всего. Революционное воспитание. Саддам Хусейн родился 28 апреля 1937 года в маленькой иракской деревне неподалеку от Тикрита, в бедной семье крестьян-суннитов. Отец ребенка, по разным сведениям, то ли умер, то ли сбежал еще до его появления на свет, а мать впала в глубокую депрессию и отказалась ухаживать за новорожденным. Некоторое время Саддама воспитывал дядя по материнской линии Хайраллах Тульфах, но за участие в антиправительственном восстании его посадили в тюрьму. К этому времени мать Хусейна, согласно местной традиции, вышла замуж за родного брата своего погибшего мужа, Ибрагима Аль-Хасана. Новоиспеченный отчим сразу стал обращаться с Саддамом жестоко. Он избивал мальчика палкой и заставлял воровать, за что чуть позже сам угодил за решетку. В 1947 году из тюрьмы вернулся Хайраллах. Он вновь забрал племянника к себе и позаботился о том, чтобы Саддам получил хорошее образование. Кроме того, Тульфах был отставным военным, националистом и борцом с действующим режимом. В середине 20 века Ирак де-юре был независимым государством. Но в реальности иракские монархи, военные базы и нефтедобывающая промышленность страны находились под контролем британцев. Управление этими территориями они получили еще после победы над Османской империей в Первой мировой войне. Вся прибыль от добычи черного золота утекала в Европу, пока обычные иракцы прозябали в нищете. Как вспоминал сам Хусейн, роскошью тогда была даже обычная пара обуви. Вдохновленные примером революции Гамаля Абделя Насера в Египте, иракцы стали выходить на массовые протесты против действующего строя. В них принял участие и молодой Саддам Хусейн. Вскоре юноша присоединился к партии арабского социалистического возрождения Баас, сторонником которой был его дядя. Ничего, кроме меча. В 1958 году монархия в Ираке все же была свергнута. На смену королю пришел генерал Абдель-Керим Касем, но новый лидер отказался входить в единую арабскую республику, которая объединяла под руководством Насера Сирию и Египет. В итоге в Ираке вспыхнула очередная волна беспорядков. Члены партии Баас, выступавшие за объединение с братьями-арабами, подверглись репрессиям, которые, тем не менее, сделали их популярными в народе. Хусейн был вынужден покинуть страну и отправился в Сирию, а затем в Египет, где активно участвовал в работе местных ячеек Бааса. Тем временем в самом Ираке баасисты набирали политический вес.
А в 1968 году им удалось прийти к власти в стране путем очередного госпереворота. Тогда у руля страны стал генерал Ахмед Хасан аль-Бакр, а его заместителем и фактически вторым лицом государства назначили вернувшегося из эмиграции Саддама Хусейна. 31-летнему политику была поручена партийно-организационная работа и руководство аппаратом госбезопасности. Прибрав к рукам силовые ведомства, Хусейн устроил зачистку государственных структур. По его указу фабриковались дела против политических оппонентов правящей партии. Их обвиняли в заговорах, измене родине и шпионаже. И как нам относиться к этим предателям? Вы знаете ответ. Ничего, кроме меча. К смертным казням приговаривали и так называемых израильских шпионов, масонских заговорщиков, врагов народа, а также членов коммунистической партии. По словам бывших соратников Саддама, он лично наблюдал за исполнением приговоров. Практиковались и внесудебные расправы. Неугодных убивали под видом уличных разборок или просто похищали и увозили в неизвестном направлении. Согласно отчетам западных правозащитников, число тех, кто исчез в руках тайной полиции, может составлять 200 тысяч человек. Сам Хусейн на вопрос корреспондента Newsweek о пытках и казнях с удивлением отвечал: Конечно, все это есть. А как, по-вашему, следует поступать с теми, кто выступает против власти? С не меньшим рвением в 1979 году Саддам Хусейн окончательно присвоил себе власть, став президентом Ирака. Да здравствует партия Возрождения! Да здравствует Саддам Хусейн! Его предшественник и соратник, президент Аль-Бакр, ушел в отставку, якобы по болезни. Но в Ираке ходили слухи, что пожилого президента насильно посадили под домашний арест. Усы в каждый дом. Несмотря на репрессии, для большей части населения Ирака ситуация в стране стремительно улучшалась. После того, как нефтяная промышленность была национализирована, а цена на энергоресурсы стала расти, в страну потекли огромные деньги. Часть из них Саддам направил на социальную сферу – строительство школ, университетов, больниц и на развитие местных предприятий. При новом правителе уровень грамотности в Ираке повысился с 30 до 70%. Увеличилось количество автомобильных дорог, в домах появилось электричество. Таким образом, к началу 80-х годов Ирак наряду с Египтом стал богатейшим государством на Ближнем Востоке. Саддам придерживался многовекторной внешней политики. С Ираком торговали одновременно и СССР, и страны НАТО. Рейтинг иракского диктатора быстро рос, и Хусейну это очень льстило. Он назвал в свою честь аэропорт, стадион, мост, пригород Багдада Саддам-Сити, университет и многое другое. Памятники иракскому лидеру появлялись в каждом городе, а его портреты висели практически во всех учреждениях, магазинах и даже гостиницах. По подсчетам журналистов, за время правления Хусейна в стране было установлено свыше 2000 монументов, стел и статуй в его честь. Портрет главы государства размещали на денежных купюрах и школьных учебниках, а на телевидении даже ввели правило размещать фотографию Саддама Хусейна в углу экрана и представлять президента как отца нации, строителя школ и больниц. На многих кадрах того времени видно, как школьники поют Саддаму хвалебные гимны и декламируют оды, прославляющие диктатора. Но Саддам пошел дальше. Он приказал помечать своим именем каждый 10-й кирпич, использованный при восстановлении древних построек Вавилона, находившегося на территории Ирака. А с 1988 года, каждому дню его рождения, в стране открывали новую мечеть. Когда Хусейну стукнуло 60, он и вовсе задумал написать Коран собственной кровью. Группа каллиграфов трудилась над проектом около 3 лет. Принято считать, что на написание священной книги потребовалось около 28 литров диктаторской крови. Как бывает в таких случаях, безграничная власть развратила иракского лидера. С 1991 года политик забирал себе 5% выручки от экспорта иракской нефти. Экономисты подсчитали, что к началу 2000-х в кармане Саддама осели почти 57 миллиардов долларов.
А телеканал Аль-Иракия и вовсе сообщил, что все личные сбережения Саддама, включая драгоценности и акции ведущих мировых компаний, в тот момент составляли $100 миллиардов. Больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса и султана Брунея вместе взятых. Иракскому лидеру принадлежали около сотни дворцов, а также коллекция роскошных яхт, дорогих автомобилей, редкого оружия, элегантных костюмов и сортовых роз. Рост амбиций. Но путь к сказочным богатствам был не так прост. В конце 70-х Саддам Хусейн столкнулся с серьезной угрозой своему правлению, исходившей от соседнего Ирана. В 79-м там произошла исламская революция под руководством аятоллы Хамейни. Согласно новым законам, иранцы должны были отказаться от вольностей прежней светской жизни и вернуться к строгим нормам ислама. Саддам Хусейн серьезно опасался, что революционная волна исламизма накроет и его государство, ведь в Ираке, как и в Иране, большую часть мусульман составляли шииты. Суннизм и шиизм – два крупнейших религиозных течения в исламе. Шииты считают, что духовными лидерами могут быть исключительно потомки пророка Мухаммеда. Сунниты утверждают, что духовная власть может принадлежать любому человеку, главное, чтобы он был ее достоин. Суннита Хусейна шииты воспринимали как главного врага, и Саддам платил им той же монетой. При диктаторе шииты подвергались регулярным преследованиям, а порой их и вовсе уничтожали. Так, в ответ на покушение на Саддама Хусейна в 1982 году иракские власти казнили 148 человек. Около 400 человек были арестованы. О судьбе еще 250 до сих пор ничего не известно. Такие расправы проводились регулярно. В Ираке до сих пор находят братские захоронения времен Саддама Хусейна. Эти преступления, совершенные прежним режимом, унесли жизни сотен наших молодых людей. Без какого-либо соблюдения прав человека их достоинство было растоптано. Они были казнены ужасающим образом. В этой братской могиле находится 1400 тел. Хусейн стал искать повод для военного вторжения в Иран. Между двумя странами был неурегулирован территориальный спор по поводу нескольких приграничных районов. 4 сентября 1980 года иранская армия обстреляла приграничный иракский город. Этот обстрел был расценен как объявление войны. Соединенным Штатам, которые в тот момент были в жестком конфликте с Тегераном, инициатива иракского диктатора была только на руку. Вашингтон оказывал Хусейну всевозможную помощь и закрывал глаза на его репрессивную политику. Советский Союз также принял сторону Ирака. Две страны связывали договор о дружбе, а также экономическое, культурное и военно-техническое сотрудничество. Но даже при участии США и СССР Ирано-Иракская война растянулась на 8 лет. Для обеих стран она обернулась большими материальными потерями и человеческими жертвами. Ожидания иракского лидера не оправдались. Противостояние завершилось фактически на тех же рубежах, где начиналось. Один против всего мира. Внешний долг Ирака к концу Ирано-Иракской войны достиг почти $80 миллиардов. Расплатиться с кредиторами Хусейн решил с помощью Кувейта, маленькой страны с внушительными запасами нефти. В июле 90-го года иракский лидер обвинил ее руководство в ведении экономической войны против него и незаконной добычи нефти на иракской стороне пограничного нефтяного месторождения Румейла. Правящая семья в Кувейте сговорилась против нас. 2 августа 1990 года иракская армия оккупировала территорию Кувейта и объявила его своей 19-й провинцией. На этот раз мировое сообщество не стало закрывать глаза на амбиции Хусейна. Коалиция во главе с Соединенными Штатами выступила с осуждением Ирака, но Саддам и не думал выводить войска из Кувейта. Тогда, 17 января 1991 года, США, Франция, Великобритания, Египет, Сирия и еще около 30 стран начали операцию под кодовым названием «Буря в пустыне». Ирак подвергся мощным авиационным ударам. За 38 дней были выведены из строя практически все важнейшие объекты военной и гражданской инфраструктуры. Армия Хусейна была разгромлена. Багдад принял резолюцию Совбеза ООН без оговорок и условий.
Правильный путь – это путь к миру. При этом мир должен быть всеобъемлющим и окончательным. Для Кувейта же, помимо людских потерь, война закончилась тяжелейшей экологической катастрофой. Иракские войска, уходя с оккупированных территорий, сбросили около 8 миллионов баррелей нефти в Персидский залив. Борьба с курдами. Пока Саддам воевал с соседями, в самом Ираке обострились этнорелигиозные конфликты. На севере страны восстали курды, представители древнего индоевропейского народа, чьи исторические земли оказались разделены между 4 государствами – Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Саддам Хусейн решил наказать непокорный народ и объявил кампанию по арабизации курдов. Их изгоняли с обжитых земель, сносили их деревни и вынуждали эмигрировать. Апогеем стала операция «Анфаль», в результате которой, по разным оценкам, было уничтожено от 50 до 182 тысяч курдов, около 700 тысяч депортированы в другие районы Ирака или помещены в концлагеря. Беженцами стали почти 1 миллион человек. А в 1988 году в городе Халабаджа, вблизи границы с Ираном, иракские войска применили против курдских отрядов химическое оружие. Погибли около 5000 человек. Через несколько лет после этих событий Гаагский суд признал массовое убийство курдов актом геноцида. Этот проклятый человек вел нас к войне, к разрушению с начала 80-х до 90-х годов и далее. При его правлении люди не видели утешения. В конце концов, жесточайшие экономические санкции, наложенные на Ирак за оккупацию Кувейта, и гражданская война вновь довели страну до нищеты. Начались вспышки холеры и других инфекционных заболеваний. Детская смертность увеличилась вдвое. Чтобы выжить, люди были вынуждены бежать из Ирака. За 10 лет из страны эмигрировали около 4 миллионов человек, при общей численности населения в 24 миллиона. Иракская свобода. После бури в пустыне Совет Безопасности ООН направил в Ирак специальную комиссию для надзора за ликвидацией химического оружия. Но спустя 7 лет Багдад отказался от сотрудничества с инспекторами. В 1998-м американцы и британцы 4 дня бомбили Ирак, чтобы лишить Саддама Хусейна возможности производить боеприпасы. После операции Ирак регулярно обстреливали патрульные самолеты. Пришедший к власти в США Джордж Буш-младший после событий сентября 2001 года в Нью-Йорке объявил глобальную войну с терроризмом. Якобы опираясь на данные своих спецслужб, американцы обвинили Саддама Хусейна в разработке оружия массового поражения и сотрудничестве с международными террористическими организациями, в том числе Аль-Каидой. В феврале 2003 года американский госсекретарь Колин Пауэлл выступил в ООН. Держа в руках пробирку с белым порошком, он убеждал присутствующих, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака. Меньше 1 чайной ложки сухой сибирской язвы – это примерно вот столько. Это около 1 чайной ложки, отправленной в конверте осенью 2001 года, привело к закрытию Сената Соединенных Штатов. Несколько сотен человек были вынуждены обратиться за экстренной медицинской помощью. 2 сотрудников почты погибли. Это был блеф. Биологического оружия не было ни в пробирке, ни на территории Ирака, о чем Пауэлл, как выяснилось позднее, прекрасно знал. Свою речь он позже назвал пятном в карьере, ведь именно она и послужила непосредственным поводом для вторжения в Ирак. Никаких специальных мандатов от ООН Великобритания и США дожидаться не стали. Тем более, что разногласия в Совбезе были слишком велики. В частности, против вторжения в Ирак были Франция и Россия. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за 1 час. 19 марта глава Белого дома в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции в целях разоружения Ирака, освобождения этой страны и защиты мира от серьезной опасности, а фактически для свержения Саддама Хусейна. Операция получила название «Иракская свобода».
Мы идем в Ирак, испытывая уважение к его населению, к его великой цивилизации и религиям, которые оно исповедует. У нас нет никаких амбиций в Ираке, кроме тех, чтобы устранить угрозу и помочь населению вновь установить контроль над его собственной страной. На следующий день силы американо-британской коалиции при поддержке более 30 стран нанесли первые ракетно-бомбовые удары по Ираку. В общей сложности в операции были задействованы 309 тысяч солдат и порядка 70 тысяч ополченцев, иракских курдов. Не встретив серьезного сопротивления, интервенты уже через 2 недели приблизились к Багдаду. 7 апреля Хусейн, постоянно перемещавшийся по стране из соображений безопасности, назначил 5 ответственных за оборону столицы. Нашу кровь и душу отдадим ради Саддама! Нашу кровь и душу отдадим ради Саддама! В тот же день по месту предполагаемого нахождения президента был нанесен мощный авиаудар. 4 бомбы весом почти в тонну каждая. Это окончательно деморализовало защитников города. 9 апреля Багдад пал, фактически без боев. Статую Хусейна снесли. Поползли слухи о его гибели, но доказательств не было. 12 апреля на улицах появились первые совместные американо-иракские патрули для обеспечения порядка. 3 дня спустя был взят Тикрит, родина Хусейна. Эшафот для президента. Несмотря на техническое превосходство коалиции и быструю сдачу позиций иракцами, полностью сломить сопротивление армии и иракского народа не удалось. В конце апреля бойцы, оставшиеся в тылу американских войск, совершили несколько партизанских вылазок. 1 мая Буш заявил, что война завершена. Его речь на палубе авианосца «Авраам Линкольн» вошла в историю под названием «Миссия выполнена». Основные боевые действия в Ираке завершены. В битве за Ирак США и наши союзники одержали верх. На тот момент мало кто осознавал, что это лишь начало долгой и кровавой войны. Внутренние противоречия в Ираке вылились в междоусобицу, где все ненавидят всех, а больше всего американских оккупантов. Кровопролитие, которое оккупационные власти принесли народу Ирака, лишь укрепило его решимость изгнать чужестранцев со своей земли и освободить страну. В стране едва ли не каждый день происходили теракты и диверсии, в которых гибли как участники противостояния, так и обычные мирные жители. Оккупационные власти отвечали на атаки контртеррористическими рейдами. Что касается Хусейна, то он был обнаружен в подвале дома недалеко от Тикрита лишь в декабре 2003-го. Бывшего иракского лидера выдал близкий родственник за обещанное американцами вознаграждение. Тогда весь мир облетели съемки грязного заросшего старика с огромной бородой, в котором едва узнавался прежний диктатор. Впрочем, оказавшись в заключении, Саддам привел себя в порядок, и на суде, который начался 1 июля 2004 года, выглядел вполне достойно. Процесс не был международным. Хусейна судили его политические противники, возглавившие Ирак под покровительством США. Эксперты подсчитали, что если бы диктатору успели предъявить все обвинения, ему бы грозило как минимум 10 смертных приговоров. Но казнили Саддама лишь по завершении одного процесса – за убийство 148 жителей шиитской деревни в 1982 году. Казнь состоялась 30 декабря 2006 года, за считанные минуты перед наступлением одного из главных мусульманских праздников Курбан-Байрама. По словам очевидцев, Саддам встретил смерть спокойно. Он не раскаивался и не просил пощады. Вечером того же дня его тело передали представителям племени Аль-Бунасир, которому он принадлежал. Утром следующего дня он был похоронен в родном селе. Несколькими годами позже могила политика была разрушена в ходе боев между иракской армией и боевиками ИГИЛ. Сыновья диктатора погибли раньше отца во время боя с американскими военными. С ними погиб и внук Саддама. Остальные родственники свергнутого президента получили политическое убежище в арабских странах. Казнь бывшего иракского диктатора буквально взорвала мир. Безоговорочно ее одобрили лишь власти 2 государств – США и Ирана. Осудили в подавляющем большинстве исламских стран – в России и Евросоюзе. Ватикан назвал случившееся трагическим событием, а Ливия даже объявила по Саддаму 3-дневный траур.
Большинство международных правозащитных организаций также усомнились в законности исполнения смертного приговора. Джеймс Дайсон, спикер Amnesty International, сказал журналистам, что казнь Саддама Хусейна стала результатом несправедливого суда. Расправа над бывшим иракским лидером наглядно продемонстрировала раскол иракской нации. Сотни человек атаковали правительство с просьбами позволить им привести приговор в исполнение, то есть лично отомстить за гибель родных в годы правления Хусейна. Но у диктатора оставалось и немало почитателей. Ситуация обострилась после того, как в апреле 2004-го американская телекомпания CBS показала фотографии из тюрьмы Абу-Грейб, свидетельствующие о пытках над иракскими заключенными. Представителям командования США и Великобритании пришлось признать ответственность за нарушение Женевских конвенций. Тогда же выяснилось, что из-за систематических ошибок разведки, некомпетентности и безразличия к чужим жизням в ходе американских военных операций погибли десятки или даже сотни тысяч людей, в том числе и детей. Эти потери в Пентагоне назвали сопутствующим уроном. Отвечая на вопросы газеты The Times, капитан Билл Урбан, пресс-секретарь Центрального командования США, сказал, что ведомство сожалеет о потерянных жизнях. Большинство семей потеряли одного из своих родственников. Я потерял одного из своих братьев из-за бомбардировок. Многие люди стали инвалидами и погибли мученической смертью в результате оккупации США. Потому что у них, у американской стороны, не было жалости. Они убивали всех, кто попадался им на пути. Из освободителей, какими их воспринимали некоторые иракцы в первые дни падения режима, иностранные военные превратились в оккупантов. С этого момента принципиальным стал вопрос, когда иностранная коалиция покинет Ирак. Эксперты считают, что США преследовали две цели – свергнуть тоталитарный режим Хусейна и установить свою гегемонию на Ближнем Востоке, а также подчинить своему влиянию иракские нефтяные компании, получить контроль над добычей и переработкой полезных ископаемых. Саддам контролировал страну, обладающую запасами нефти в 115 миллиардов баррелей. Во всем мире Ирак по этому показателю уступает только Саудовской Аравии. И это не считая предполагаемых запасов еще в 220 миллиардов баррелей. Тем не менее, временная американская администрация позволила прийти на национализированный иракский рынок зарубежным компаниям. Сегодня нефть в Ираке добывают не только американские, но и итальянские, французские, британские, китайские и российские компании. Это подарок от иракцев. Это прощальный поцелуй, ты, собака. Американская армия так и не нашла в Ираке оружия массового поражения. Комиссия Белого дома пришла к выводу, что разведывательные данные США были полностью искажены, и ни единого доказательства никогда не существовало. Об окончании боевых действий в Ираке 1 сентября 2010 года объявил уже другой президент США – Барак Обама. Данные о погибших во время операции в Ираке разнятся. По примерным подсчетам, общие потери стран-участниц коалиции составили почти 5000 военнослужащих. Еще 33 тысячи получили ранения разной степени тяжести. И это без учета наемников, частных военных и охранных компаний, действовавших в Ираке в интересах интервентов. Потери иракской армии и полиции составили от 10 до 15 тысяч человек. Число жертв среди мирного населения, по разным данным, оценивается от 100 до 300 тысяч человек. После того, как американские военнослужащие покинули Ирак, в стране стремительно начала набирать силу террористическая группировка «Исламское государство». Боевики воспользовались расколом между курдским севером, шиитским югом и суннитским центром, а также войной в соседней Сирии, перейдя от отдельных терактов к масштабному наступлению на власти Ирака. О победе над ИГИЛ власти страны объявили только в декабре 2017 года, но отдельные ячейки группировки активны до сих пор. Не желая повторять ошибок прошлого, Багдад по-прежнему заявляет, что нуждается в помощи американских военных. Но их присутствие, как и до войны с террористами, всегда было фактором внутреннего напряжения в Ираке. В итоге США и их союзники вывели свои основные силы из Ирака в декабре 2021 года,
В стране остается около 2500 инструкторов, которые обучают местных силовиков, а также помогают в проведении антитеррористических мероприятий. Отношение к фигуре Саддама Хусейна в Ираке и мире также сильно изменилось. Если в начале нулевых он воспринимался как кровавый диктатор, то к концу десятых среди простых иракцев он стал олицетворением мечты о твердой руке, которая способна остановить хаос. Если бы только эти хорошие дни под властью Саддама вернулись, мы бы жили в благополучии и роскоши, любви и братстве. Мы все были бы мусульманами, у нас не было бы никакой разницы между шиитами и суннитами. Мы потеряли его. Этот человек был бесценным. Со времени падения режима Саддама Хусейна в Ираке выросло новое поколение, которое никогда не знало мирной и благополучной жизни. Репрессии, усиленные межобщинными столкновениями, не прекращаются в Ираке и сегодня. Многие боятся говорить. Тысячи человек оказались в эмиграции. Кто-то бежал от преследований новых властей, кто-то от исламского государства, а кто-то от нищеты и безнадежного будущего. В последние годы актуальными стали проблемы с соблюдением прав человека. Пытки, сексуальное насилие, ущемление прав заключенных, активистов, журналистов и женщин. По оценке ООН, 99% государственных доходов Ирака генерируются нефтяным сектором. Благодаря ему финансируется работа правительственных органов, оборонный сектор, инфраструктурные проекты. При этом в нефтяном секторе занят всего 1% населения страны. А с учетом коррупции, блага от нефтяных доходов перепадают крайне узкой прослойке иракского населения. Ситуацию усугубляет и тот факт, что больше половины месторождений Ирака находятся на территории иракского Курдистана, населенного курдами региона, где осенью 2017 года состоялся референдум о независимости. Голосование значительно обострило отношения Багдада и Курдистана, создав угрозу появления очередного очага нестабильности в стране. А как вы считаете, останься Хусейн у власти, какое будущее ожидало бы Ирак? Кому была выгодна смерть иракского лидера и почему к суду над ним не допустили представителей международного сообщества? Пишите свои мнения в комментах, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на Теорию всего и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые захватывающие истории.